Морские истории. Титаник. Мало кто из вас знает, что самый печально известный корабль современности был вторым по счету кораблем, спущенным на воду в городе Белфаст, и первым, но не последним затонувшим судном из этой серии. Бытует такое мнение, что с момента основания над компанией, строившей эти суда, висел злой рок. Усаживайся поудобней, сейчас я тебе все расскажу. Глава 1. Первые рейсы. В конце 1907 года компания White Star Line приняла амбициозное решение построить на верфи Harland & Wolff в Белфасте, Северная Ирландия, 3 лайнера длиной 259 метров, шириной 28 метров и водоизмещением 52 тысячи тонн. Причем пассажирам всех классов предоставлялись невиданные до этого удобства. В 1908 и 1909 годах было начато строительство первых двух судов серии – Олимпика и Титаника. Оба судна строились в одном цехе. Строительство третьего было запланировано на более поздний срок. 20 октября 1910 года Олимпик был спущен на воду. 31 мая 1911 года после завершения работ он вышел на ходовые испытания, а 14 июня отправился в свое первое плавание из Саутгемптона в Нью-Йорк. Руководство White Star Line отнеслось к первым рейсам Олимпика с большой ответственностью. Именно в этих рейсах были приняты решения о ряде улучшений на еще строящемся Титанике. Была изменена планировка некоторых помещений, за счет уменьшения площади прогулочных палуб было увеличено количество пассажирских кают, появились каюты-апартаменты, было создано кафе в парижском стиле, примыкавшее к ресторану. Наконец, первые рейсы показали, что часть прогулочной палубы лайнера недостаточно защищена от непогоды. Поэтому на Титанике ее было решено сделать закрытой. В дальнейшем Титаник и Олимпик визуально можно было различить именно по этой прогулочной палубе. Утром 20 сентября 1911 года произошла первая серьезная катастрофа. На выходе из порта Саутгемптон Олимпик столкнулся с британским крейсером Хок и получил 12-метровую пробоину в правом борту. Едва начавшийся рейс был прерван, и Олимпик вернулся в Белфаст на верфь для ремонта. Виновным в этом происшествии признали капитана Олимпика Эдварда Джона Смита, того самого капитана, который годом позже поведет в свой первый и последний рейс легендарный Титаник. Этот инцидент вскрыл многие недостатки лайнера, в числе которых оказались слишком низкая прочность корпуса, впоследствии сыгравшая роковую роль в истории с уже построенным по тому же проекту Титаником. Титаник, построенный 2 апреля 1912 года, поражал своими размерами и архитектурным совершенством. Газеты сообщали, что длина лайнера была равна длине 3 городских кварталов, высота двигателя – высоте трехэтажного дома, что якорь для Титаника по улицам Белфаста тащила упряжь из 20 самых сильных лошадей. Глава 2. Гибель Титаника. 10 апреля 1912 года Титаник вышел в свой первый и единственный рейс в Нью-Йорк, взяв на борт более 2000 человек. Радиостанция Титаника приняла 7 ледовых предупреждений, однако лайнер продолжал двигаться почти на предельной скорости. Чтобы избежать встречи с плавучими льдами, капитан приказал идти чуть южнее привычного маршрута. 14 апреля в 23:39 вперед смотрящий доложил на капитанский мостик об айсберге прямо по курсу. Меньше чем через минуту произошло столкновение. Получив несколько пробоин, пароход начал тонуть. В шлюпки сажали в первую очередь женщин и детей. В 2:20 15 апреля, разломившись на две части, Титаник затонул, унеся жизни 1496 человек. 712 спасшихся подобрал пароход «Карпатия». Обломки погибшего лайнера оставались нетронутыми до тех пор, пока 1 сентября 1985 года их не обнаружила экспедиция Роберта Балларда в 325 милях от побережья канадского острова Ньюфаундленд. С тех пор было поднято около 5000 артефактов, обнаруженных среди обломков Титаника. Во время гибели Титаника, в ночь на 15 апреля 1912 года, Олимпик находился в очередном рейсе из Нью-Йорка в Саутгемптон. Получив информацию о бедствии, Олимпик поспешил на помощь брату-близнецу. Однако он находился на значительном расстоянии от места катастрофы. Капитан Олимпика предложил взять себе на борт часть спасенных. Однако от этой идеи было решено отказаться, поскольку возникли опасения, что появление копий Титаника на месте крушения вызовет ужас у находящихся в шоке людей. Несмотря
Несмотря на это, Олимпик попросили держаться в пределах видимости Карпатии, поскольку мощности радиостанции этого корабля не хватало для того, чтобы связаться с берегом, а радиостанция на Олимпике имела достаточную мощность. Списки спасенных передавались радисту Олимпика, который немедленно отправлял их на береговую радиостанцию. Через некоторое время Олимпик, на котором находились сотни спешащих в Европу пассажиров, продолжил плавание по своему маршруту. 24 апреля 1912 года Олимпик по расписанию должен был отправиться в очередной рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк. Но поскольку на Титанике не хватило шлюпок, чтобы спасти всех людей, команда Олимпика отказалась выходить в море до тех пор, пока лайнер не обеспечит необходимым количеством шлюпок. Часть экипажа покинула корабль в Саутгемптоне. Рейс был сорван. В том же году Олимпик прибыл на верфь Харлтон-Волф, где в течение 6 месяцев была проведена его дорогостоящая реконструкция. Было приподнято второе дно и увеличена высота водонепроницаемых переборок. Эти меры были приняты по результатам гибели Титаника. Теперь Олимпик мог удержаться на плаву даже в случае затопления 6 отсеков. Лишь 2 апреля 1913 года Олимпик вышел в первый рейс после реконструкции. Глава 3. Первая мировая война. Олимпик заканчивал очередной трансатлантический рейс, когда началась Первая мировая война. Корабль в срочном порядке прибыл в Нью-Йорк. Было принято решение оставить лайнер на трансатлантической линии, тем более, что с началом войны появилось очень много желающих уехать из неспокойной Европы. В октябре Олимпик спас моряков военного корабля Audacious, который подорвался на мине у берегов Ирландии. С сентября 1915 года Олимпик стал транспортным судном для перевозки войск и получил название Т-2810. Судно было перекрашено в маскировочные цвета и оборудовано 6-дюймовыми орудиями для защиты от подводных лодок. В апреле 1917 года Олимпик был включен в состав военно-морского флота. За время своей военной службы знаменитый лайнер перевез через Атлантику 119 тысяч военных и гражданских лиц. 4 раза подвергался атакам подводных лодок, но всегда оставался невредим. Олимпик также известен как первый и единственный пассажирский круизный лайнер, который смог потопить боевую подводную лодку. В западной части пролива Ла-Манш Олимпик обнаружил немецкую подводную лодку Ю-103. Лодка уже начала погружаться в воду и готовилась атаковать Олимпик торпедами. Однако капитан британского судна Бертрам Фокс Хайес приказал изменить курс и на полном ходу таранить противника. Подводная лодка не успела погрузиться на достаточную глубину, и огромный пассажирский лайнер своим форштевнем, как топором, разрубил корпус подводной лодки пополам. Глава 4. Судьба Британика. Сначала планировалось, что третий лайнер серии получит название «Гигантик», но из-за укоренившегося мнения о злом роке, преследующем эти корабли, и из-за связи с мифологией, а как известно, титаны и гиганты пали в битве с олимпийцами, главы компании посчитали первоначальное название неуместным. Поэтому новому судну было дано более скромное и в то же время патриотическое название «Британик». Корабль был заложен 30 ноября 1911 года и должен был выйти в первое плавание летом 1914, но конструктивные доработки, которые потребовалось сделать после гибели «Титаника», задержали выход судна с верфи. Не отличаясь от двух предыдущих кораблей внешне, по комфорту для пассажиров «Британик» был лучшим из серии. На нем появилась еще одна парикмахерская, детская игровая комната, гимнастический зал для пассажиров второго класса, 4-й лифт. Разработчики запомнили, что радисты «Титаника» из-за своей занятости не всегда успевали передавать на мостик радиограммы, связанные с навигационной обстановкой, и на «Британике» появилась пневматическая почта, связывавшая радиорубку и мостик. Однако пассажиры не успели оценить достоинство нового лайнера. Когда началась война, его переоборудовали в судно-госпиталь, и уже в таком качестве лайнер вышел в свое первое плавание в конце 1915 года. 21 ноября 1916 «Британик», следуя проливам Кеа, подорвался на мине, поставленной немецкой подводной лодкой Ю-33. Судно получило пробоину и стало быстро крениться на правый борт. Также тем утром по правому борту были открыты иллюминаторы для проветривания кают. Теперь через них обильно поступала вода. Именно поэтому лайнер полностью ушел под воду всего через 55 минут от начала крушения. Однако, несмотря на это, большинство людей, находившихся на борту, все же удалось спасти. Глава 5. Олимпик после войны. После окончания войны Олимпик вернулся к мирной работе на трансатлантической линии и вскоре встал на очередную длительную реконструкцию, которая продолжалась почти год. Только 25 июня 1920 года Олимпик, который первым из крупных трансатлантических лайнеров начал использовать мазут в качестве топлива, вернулся к работе.
1920-е годы были звездным временем для Олимпика. Забылась гибель его близнеца Титаника, лайнер завоевал репутацию чрезвычайно надежного судна. В эти годы судно регулярно пересекало Атлантический океан с пассажирами на борту и пользовалось большой популярностью. В 1930-е мировой экономический кризис обернулся серьезными проблемами для судоходных компаний. Чтобы остаться на плаву, White Star Line объединилась с другой британской компанией Cunard Line. В 1934 году появилась новая компания Cunard White Star, которой был передан весь пассажирский флот двух компаний, в том числе и Олимпик. Вскоре после этого, 16 мая 1934 года, Олимпик в густом тумане налетел на плавучий маяк Нантакет у побережья Канады и потопил его вместе с 7 членами экипажа. Тут же вспомнилась катастрофа Титаника. Кроме того, шло строительство нового лайнера Queen Mary, рядом с которым Олимпику места уже не было, и в условиях продолжающегося мирового кризиса это решило судьбу лайнера. Свой последний рейс Олимпик завершил 27 марта 1935 года. Он остался ждать своей участи в Саутгемптоне и в сентябре того же года был продан для разделки на металлолом. За все время эксплуатации Олимпик пересек Атлантический океан более 500 раз и остался в памяти пассажиров и моряков красивым, комфортабельным и надежным лайнером. Он занял почетное место в истории трансатлантического судоходства. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и делитесь этим видео с друзьями, чтобы оно поднималось в поиске.